Вы провозгласили вектор вступления в НАТО там, после вот этого вашего Майдана, да, поэтому это все После вы, Майдана? конечно. И мы пришли остановить войну, Где? В Крыму? которую вы, да, вашу В Крыму внутреннюю война была кусочницу. какая-то? Конечно. А вы что, не Какая? А ну, знали, расскажите что вы мне. бомбили Донбасс? Ну что вы? Привет. О чем пообщаемся с вами? А что у вас за темы для разговора какие? Война, политика, история. А история, что вы там обсуждаете, какой период? Вторая мировая, Советский Союз. Вторая мировая. А что там такого? Ну, Задайте вопрос. да у меня, так, в принципе, нет вопросов. Ну, Вторая мировая война, ну что там, ну, Советский Союз, да, ну... А что, на чем там? Сталинградская битва? Я не знаю, какой аспект там вас интересует. Что Нет, именно? смотрите, меня не интересует. Я могу пообщаться на эту тему. Контекста вопросов я могу задать в теме войны и политики. Если вы про историю, то могу пообщаться с вами вот на этот период. То есть можете задать вопрос, если у вас есть. Да у меня, в принципе, все ясно по этому периоду истории. Я просто не знаю, что там да так обсудить, на чем заострить внимание. Ну, на жертвах советского народа, да, там можно, на патриотизм советского народа в то время, на сплоченность советского народа можно обратить внимание. Ну, я не знаю, это серьезный период в нашей истории, ну, который мы достойно выстояли, которым можно гордиться, который подарил нам великий праздник Дня Победы. Это серьезно, да, серьезно. Ну, мне тут Вопрос как бы, есть? ну, нет вопросов. А у вас, может, есть какие-то проще тогда спросить у вас, может, какой-то вопрос есть. Что-то вам не... вы как бы хотели на чем-то заострить внимание. Может, я что-то Как вы упустил. видите мир между Россией и Украиной? Да, элементарно. Садиться за стол переговоров, обсуждать условия совместного существования. Это в любом случае неизбежно, потому что никуда Россия не денется. Мы граничим друг с другом. Хотим мы этого или не хотим, так сложилось исторически, нам все равно жить вместе придется и выстраивать какое-то общее добрососедское отношение. А на каких Поэтому, условиях вы видите? ну, на каких условиях мне хотелось бы, наверное, чтобы это произошло? Ну, по крайней мере, я бы не хотел, я бы хотел, чтобы были ликвидированы те условия, угрозы, чтобы угрозы национальной безопасности нашего государства не исходили с территории Украины. Это было Какие? бы, ну, вот эти вот непонятные стремления в НАТО, какие-то А там, что непонятного в этом? а что понятного? Ну, Ну, вы мы, на нас напали, россияне, нет, мы мы, захотели в россияне, НАТО. рассматриваем это как угрозу нашей национальной безопасности. Да я же говорю, вы на нас Поэтому, напали, мы захотели в НАТО. Чё удивительного в этом? да нет, вы провозгласили вектор вступления в НАТО там, после вот этого вашего Майдана, да, поэтому это все После вы, Майдана? конечно. В каком месяце? Ну, надо посмотреть, вы знаете, Я могу подсказать, если вы ваши, не знаете. что именно подсказать хотите? Когда мы провозгласили вектор вступления в НАТО? Ну, подскажите, В хорошо. декабре 2014 года. Ну, ваши лидеры, выступая на Майдане, я там помню, Яценюк, Найдите, такие пожалуйста. лидеры. Вот. Ну, это надо сейчас копаться там в Ютубе и так далее. То есть Пожалуйста. вы хотите, чтобы я был этим, как его, искусственным интеллектом, вам сразу предоставлял какую-то информацию. Я Ну и вам вы же, если что-то говорите, вы же наверняка на что-то опираетесь, правильно, свое кроме вашей мнение фантазии. высказываю вам. Ну, Да. смотрите, вы же наверняка на что-то опираетесь, кроме вашей фантазии. Просто сейчас вы говорите вещи, которые не соответствуют действительности. Яценюк на Майдане выступая,
Не говорил по поводу НАТО. В целом на Майдане вопрос НАТО не поднимался. Европейского Союза поднимался, про НАТО никто не говорил. НАТО начался обсуждаться вопрос после того, когда Российская Федерация осуществила вторжение в Крым. Ну, давайте останемся каждый при своем мнении. Что я могу сказать? Так неинтересно. Ну, вы все равно, я не могу понять вам. Вы изначально какой мне вопрос задали? Вы сказали про... Я вам задал вопрос изначально простой. Как вы видите мир между Россией и Украиной? Вы мне сообщили о том, что надо исключить угрозы. Я задал вопрос, какие угрозы. Вы сказали мне про какое-то мнимое НАТО. Хотя вы напали до того, как мы в НАТО собрались. Сейчас, секундочку, сейчас вот я спрошу Давайте. вступление в НАТО. Ну, просто давайте тогда уж раз вы подняли этот вопрос, спрошу у интеллекта. Да, давайте. 30 сентября 2022 года, так что тут такое, секундочку, года, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подписал заявку на ускоренное присоединение его страны к НАТО. Однако существует порядок принятия. Ну, 22 год нам же не интересно, можете не читать. Раньше надо. Ну, да. Ну, наверное, да. Ну, это как бы официально, Заявка, да? кстати, да, заявки, кстати, Украина никогда до этого не подавала. Это вот впервые, когда Украина подала заявку. Мгм. Мгм. Так, 15 лет назад. Что это такое 15 лет назад? Секундочку, сейчас. Украина начала свой путь в НАТО 15 лет назад. Однако даже сейчас, после обострения отношений с Москвой, Киев не вернулся к тому уровню отношений с Альянсом, который был в 2006-2008 годах. При этом сотни инструкторов готовят украинских солдат, страна регулярно получает военно-техническую помощь, а ВСУ проводит с НАТО совместные учения. Ровно 15 лет назад, 23 мая 2002 года, на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Леонида Кучмы Украина впервые официально провозгласила курс наступления в НАТО. Год Ну, спустя, это ложь 19 июня какая-то. Это было в 2003 года. 93-м году. Ну так я вам говорю. Нет, так это было в 93-м году еще официально провозгласила Ну Путин хорошо, НАТО. я вам просто зачитываю. Да, ну это какая-то... это мы искусственный интеллект он написал? стараемся, да, разобраться. Я понял. Да, без июня вопросов. 2003 года эта цель была зафиксирована Верховной Радой в законе об основах национальной безопасности Украины. То есть это даже, мы говорим просто даже в 2003 годах, да, то есть это уже в то время, еще там до Майдановской, это Кучма и так далее, уже был выбран антироссийский вектор. Ой, да. глупости. Что такое? Глупости. Знаете почему? Смотрите. Почему? Напишите совместная пресс-конференция Кучма Путин. И у вас будет... Причем здесь Кучма? А вы сейчас поймете, смотрите. На официальном сайте Российской Федерации 2003, kremlin.ru, это на официальном сайте, вот есть совместная пресс-конференция с президента Российской Федерации и президента Украины Леонида Даниловича Кучма. И тут есть вопрос, вот, который задает журналист, и он спрашивает у Путина. Путин там отвечает, и ему задают вопрос. Как вы видите отношение вопроса того, что Украина хочет вступить в НАТО? Как вы видите вопрос Россия-НАТО и так далее? И Путин там отвечает. Россия не собирается вступать в НАТО и никогда не собиралась. У нас есть совместные программы и совместные учения. А вопрос Украина и НАТО – это дело двух государств. Мы не можем туда лезть, то есть они должны решать это исключительно между собой. Это совместная пресс-конференция Кучма и Путин. Путин прямо говорит о том, что как бы вопросов нет, у меня нет никаких претензий. Нет, вопросов-то, конечно, нет. А в чем здесь противоречие?
Вопросов нет, Да. настороженности есть. Не-не-не, подождите. Вот, Настороженность есть. прочитайте, пожалуйста, его текст, где там настороженность, о чем идет речь. Да при чем здесь его текст? Вы просто странно рассуждаете. Мгм. Понятно, что мы не можем влиять, но это понятно, что это выбор Украины. Мгм. Ну, и также это сразу же понятно, что это противоречит Мгм. нашей национальной Где безопасности. такое написано? Понятно? Ну, подождите. Да при чем здесь это написано? Где это написано? Так вы на О что таких ссылаетесь вещах не просто? пишут, о таких вещах говорят там в определенных Подождите, а вы откуда знаете эту информацию? Вам кто-то в кулуарах об этом Нет, сказал? подождите, секундочку. Я вам до вас довожу информацию. Если она вам не нравится, ну, вы можете ее не слушать. Ну, Подождите, смотрите, секундочку, я не пытаюсь вас как бы там этот... Просто вопрос в том, что вы на меня доводите информацию, которую вы не можете подтвердить. И у ну меня почему? возникает... Я Ну вам сейчас давайте, прочитал то, что давайте. написал интеллект, да? Мгм. Вы задали вопрос, когда вектор Украина взяла. Я вам Да, прочитал там 23 мая 2002 да, год, привел там Кучму, да, да, провозглашение, какой-то там закон и так далее. да. Это не мои слова, это пишется путь в путь в НАТО. Вопросов 10 марта нету. Где 92 вы, года вы это Украина зачитали? присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества. Это был единственный шаг в ее истории отношений с НАТО, сделанный синхронно со всеми странами. Так, в 94 году Да, она дочитайте, со первая всеми странами какими? Сейчас, секундочку. В 97 году в Киеве открылся Центр информации и документации НАТО. Вы же в курсе, что в Ну, эту же программу Российская Федерация вступила? да. Да, и вы же как Это, раз это и не прочитали, а там, скорее всего, это написано. не Это Российская очень Федерация, неудобная это страны информация. СНГ. Да, и Страны Российская Федерация тоже вступила в эту же программу. Российская Федерация Я вам вместе с просто, Украиной. Я понял. Вам просто стало неудобно, вы прочитали страны, увидели, что там написано СНГ и быстренько это пропустили. Вопрос заключается в том, что вы мне я сейчас, листаю просто вы мне архив, сейчас прочитали то, что написал искусственный интеллект. Вы мне сказали, Украина сделала свой путь. Конечно, да, в 2003 году такое действие было, никто же этого не отрицает. Но в 2010, например, году Украина официально закрепила свой нейтральный статус в своем законодательстве. В 2010 году Украина официально ликвидировала штаб по вступлению в НАТО. А в 2014 году Россия напала. Поэтому ваша вот эта вот история о том, что якобы мы собирались в НАТО, является глупостью полной. Потому что в 2014 году мы туда не направлялись, у нас даже не было, у нас даже было исключено в законодательстве путь на вступление в НАТО. Поэтому то, что вы говорите, это ваша фантазия. В этом-то и заключается суть это не нашего моя диалога. фантазия, это написано, я вам не свою фантазию сейчас изложил, а прочитал текст. Все зависит от того, как вы зададите вопрос искусственному интеллекту. Исходя из того, как вы задали вопросы ему, он вам вполне предметно ответил. Направлялась ли Украина... Какой документ подтверждает право... Что? Нет, секундочку. Давайте. Сбилась. Да, давайте. Какой его... Это другая история. Ну, неважно, я не хочу сейчас разбираться, да, вот в этом вопросе, когда там, что... Не, ну вы сказали, вообще, что это причина. Ну, я вам сказал причина, что в любом случае придется искать какие-то варианты существования. Ну, это же глупость ваша причина, еще раз. Вы мне сказали не причину, а глупость. Так, вы от меня что хотите? Вы сказали, по какой вы сказали, смотрите, что Украина, точнее, вы хотите, чтобы на территории Украины типа первопричины были исключены, но как минимум Украина не была в НАТО, не есть членом НАТО, и мы туда как бы даже в тот момент времени не собирались, поэтому вы на нас напали по выдуманной причине, а так как бы вы можете такие выдуманные причины накидывать, ну, часами. Да нет, слушайте, напали, запали, это как бы ваши тоже такие фантазии. Мы пришли остановить войну. Где, в Крыму? Которую вашу... В Крыму война была какая-то? Конечно. А вы что, не Какая? знали, А ну расскажите что вы мне. бомбили Донбасс? В Крыму? Луганск, да? Мы бомбили Донбасс в Крыму? А при чем здесь Крым? Как война с Крыма началась? Крым не согласился с вашими
Чем? с вашим переворотом и посчитал нужным Кто не выйти из согласился? состава вашей страны. Кто не согласился? Ну, вы сейчас про Крым. Ну да. Ну, кто? Крымчане, А народ где Крыма. опрос Крыма был? О том, что они не Что? согласны с каким-то переворотом. Где у крымчан спросили об этом? Ну, они провели просто референдум, Я выходя на из вопросе состава референдума Советского Союза. абсолютно не помню такого вопроса о том, что они там Ну, если согласны с вы не чем-то или нет. помните, я же не... Ну, что я вам... Я Я могу вас вам не собираюсь напомнить эти вопросы. Смотрите, вопрос Ну, номер один. напомните. Вы за воссоединение с Российской Федерацией в качестве субъекта Российской Федерации. Вопрос номер два. Вы за восстановление Конституции 1992 года и остаться частью Украины. А согласны ли они с каким-то переворотом или не согласны, там Ну, такого и нет. как они проголосовали? Не-не-не, мы с вами сначала разбираемся, с честь чего российская армия там начала действие. Ну, я вам могу только свое мнение сказать. Давайте, Да? какое? Я не юридический эксперт. Да? Давайте, Если вы разберемся с хотите вашим мнением. получить какое-то экспертное мнение юриста по международному праву, это вам не ко мне. А мое чистое мнение обывателя, да, что вообще Мгм. конфликт начался еще с Севастополя. Да? В 91 году, когда Мгм. разваливался Советский Союз, Украина, скажем так, незаконно, Мгм. ну, можно употребить слово, захватила, можно сказать, там, приватизировала, включила в состав своей страны город Севастополь, А какой который закон никогда не... нарушила? Секундочку. Ну, вы не дослушав, начинаете Говори. задавать вопросы. Имейте терпение чуть. Давайте. Вот. Потому что Севастополь никогда не находился под юрисдикцией Украины, это всегда был город союзного значения. Если вы помните, Украина, пользуясь слабостью на тот момент России, просто, скажем так, аннексировала город Севастополь, включила в состав своей страны, хотя на то не имела права. А можете Вот. При открыть? помощи, при поддержке, конечно, там и давление западных тоже, скажем, на тот момент стран. Вот. Можете Поэтому этот открыть конфликт Конституцию Украинской Советской Социалистической откройте Республики? сами. Ну, не вопрос, я уже Откройте открыл, сами. да, смотрите. И что вы Конституция там хотите? УССР 1978 года. В И Украинской что? Советской Социалистической Республике имеются области: Винницкая, Волынская, Ворошиловградская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Крымская, Львовская, Николаевская. Города республиканского подчинения в Украинской СССР являются Киев и Севастополь. Четко написано в Севастополь был Конституции. городом союзного подчинения. Понятное дело, как и Киев, только не союзного, а республиканского подчинения. Киев тоже был, и Нет, Москва тоже была нет, нет, республиканского. нет. Откройте Конституцию, прочитайте. Ой, Давайте. давайте спросим опять же у Давайте. кого-то. Конституция УССР Понимаете, вы 1978 знаете, года. я не могу понять, Неудобно, да? что, да при чем тут неудобно? Мне вообще комфортно. А Киев не входил в состав Украины? Киев? Ну, конечно. Входил? Столица была. Здесь написано: города республиканского подчинения в Украинской ССР Подождите, являются Киев и это, Севастополь. Как-то неудобно выходит, да, что Киев, получается, туда тоже не входил. Но здесь же, говорю, здесь написано четко: города республиканского подчинения в Украинской СССР являются Киев и Севастополь. Представляете себе? Тут либо Киев и Севастополь не входили в состав УССР, либо и Киев, и Севастополь входили в состав УССР. Ну, вообще Севастополь всегда был отдельный. Да, он поэтому и вынесен Отдельной отдельно. административной единицей. Конечно, он поэтому и в Конституции УССР вынесен отдельно. Передавалась вообще Крымская область, а Севастополь Конечно. это отдельная Что? административная единица. Абсолютно нет. Он стал отдельной административной единицей чуть позже. У вас немножко плохо с этим пониманием, как это работает. Ну, я не углублялся
в этот вопрос. Ну, я думаю, Я вот- искусственный интеллект вам уже развеял ваши вот эти вот фантазии. Нет, я еще не дошел до него. Не дошли. А что вы не хотите просто Конституцию УССР открыть? Так, в 1954 году Севастополь в составе Крымской области был передан в состав, передан из состава РСФСР в состав УССР. С 1948 года имел особый статус города центрального подчинения. Так, в 1948 году указом Верховного Совета Севастополь был выведен в республиканское подчинение. Тогда город и Крым относились... Пардон. Фух, надо же на ночь глядя мне вот такой вот все так. Город Крым относился к РСФСР, а был передан Как то город Крым? Украине. Город Крым 29 относился? вопросов был закреплен особый правовой статус города Севастополя. Он был выведен из состава Крымской области и стал городом республиканского подчинения. В 2014 году, короче, вот давайте вот 29 октября 1948 года Да. был закреплен особый правовой статус Да. города Севастополь. Да. Он был выведен из состава Крымской Да. области и стал городом республиканского подчинения. Все верно. Но что вы там прочитали перед этим? Крым и город Севастополь был передан из состава РСФСР куда? В состав УССР вам искусственный В интеллект 1954 сказал? году Севастополь в составе Крымской области был передан из состава РСФСР в состав УССР. Да. Браво, Сначала браво. передали, да. В 1948 году город имел особый статус. Республиканского, да. И вот я читаю. Имел особый статус. Все верно. И я вот читаю вам, смотрите. Конституции УССР в статье 77 написано: города республиканского подчинения в Украинской СССР являются Киев и Севастополь. Все верно. Ну, хорошо, даже если это и так, да, надо как бы... Так еще раз, теперь вопрос. Если в 1991 году, что там, куда Севастополь, кто приватизировал, законно, незаконно, вы о чем? Ну, вы знаете, я вообще как бы о том, что я не согласен вот с этими передачами коммунистическими. Вы можете быть согласны или не согласны, всем все равно. Нет, это мое сугубо мнение как гражданина. Как вообще бесспорно, вы имеете право на свое мнение. Ну, я вам его высказываю. Я сейчас так мне на него все равно. Я с вами говорю с точки зрения закона. Я или принимаю, или не принимаю. Тоже не имеет никакого значения. Еще раз, есть закон. Для вас, может быть, и не имеет. Да. Для меня имеет. Еще раз, смотрите, есть закон. Вы можете думать все, что угодно. Когда, например, очень часто происходит ситуация, когда в зале суда убийца доказывает, что он невиновен и не согласен с обвинением. Это каким-то образом делает так, что убийца не убийца? Абсолютно нет, он все равно остается убийцей. Здесь такая же самая ситуация. Вы можете думать все, что угодно, все, что вам взбрело в голову. Но есть закон, который говорит о том, что Республика Крым, как и город Севастополь, является частью территории Украины. Ну, вы можете... Я же не оспариваю вашу точку зрения. Моя точка зрения опирается на документы. Да, на что бы она ни опиралась. Понимаете? Я вашу точку зрения вообще не оспариваю. У вас не получится. Ради бога. Просто у вас нет контраргумента, чтобы ее оспорить. Вы не понимаете опять. Я не собираюсь это делать. Так я же говорю, у вас и не получится, просто у вас нет контраргумента, чтобы ее оспорить. Я вам еще раз говорю, я не нахожусь здесь в здании суда и не воспринимаю вас как судью или там прокурора. Вы мне вообще безразличны. Это понятное дело. И ваше мнение, даже опирающееся на закон, мне безразлично. Да, я это называю на территории России. Мне многое вы, я так понимаю, вы молчать вообще не хотите, да? Вам теперь неудобно, вы молчать вообще не хотите. Смотрите, я так понимаю, на территории России я все время называю это стандартно. Когда россиянину говоришь документы, нормы права, а ему что глаза, все равно божья роса. У вас это стандартно. Вот это вы друг другу в глаза. Мы, россияне, в глаза никому
Ну да, я только что Вы вам просто я вам только что рассказал, показал вам искусственный интеллект это сказал. Вы это прочитали. Я вам сказал статью, в каком документе это написано. А вы читаете, некоторые слова перепрыгиваете, потому что становится неудобно. И не хотите понимать истину. Почему-то вы говорите мне, ну я вот так вижу, я так решил, что оно будет так, потому что мне вот так думать удобнее. Я же говорю, вам глаза, все равно Божья роса. Все. в глаза себе. Ну, Понимаете? Это понятно. мое Ладно, субъективное все, мнение. отдыхай. А ваше? Ми створюємо тут спільноту людей, які прагнуть розуміти більше. Приєднуйтесь. Ваша підписка – це найкраща підтримка нашої роботи.